Ben vicdanını kenara atan bir ağa olmayacağım. Ayaklarıma da kapanacak. Ne istiyorsun hala ne? Beni anlamanı. Sen o kıza git diyemedin çünkü korkuyorsun. Korkmuyorum. Korkuyorsun. Bağlı gibi korkuyorsun. Dua et. Bir de senin yüzünden kan dökülmesin. Sende bu tetiği çekecek yürek yok. Bundan böyle sen hatamı yiyeceksin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. 4-й эпизод сериала «Халев. Зов корней» знаменует собой переломный момент, когда внутренние конфликты и семейные тайны героев обостряются, а сюжет набирает обороты. Процесс, начинающийся с принятия Серхотом престолонаследия, приводит к новой напряженности между семьями Йелдуран и Кардаглы, а также к значительным переменам в отношениях между ними. Хотя убийство Акифа и принятие Серхотом престолонаследия прокладывают путь к потеплению в отношениях между братьями, это также предвещает новые конфликты. Хотя выживание Акифа остается под вопросом, эта ситуация дает Серхоту возможность укрепить свою лидирующую роль. Однако, если Акиф жив, влияние Серхота на руководство и баланс сил в семье изменится. Как и ожидалось, Акиф пережил нападение и начал быстро восстанавливаться. Предполагаемая попытка Ашира улучшить свою репутацию в глазах Серхота, наняв за деньги своего ближайшего человека и представив его жертвой, пытаясь застрелить Серхота, была встречена взаимностью. Серхот был глубоко обеспокоен и огорчен за своего брата Акифа и мобилизовал все свои ресурсы, чтобы обеспечить его выживание. Конечно же, как и предупреждал Юсуфа человек Ашира, Акиф, Юсуф выстрелил ему в голову, не говоря ни слова. Серхот был в ярости от того, что Юсуф застрелил его именно в тот момент, когда Серхот собирался его задушить и приказал Юсуфу никогда не нажимать на курок без моего указания. Связь между стрельбой Акифа и семьей Кардак вновь обостряет напряжение между двумя семьями. Это приводит к распаду брака, который давал надежду на мир, и к продолжающейся вражде между семьями. Подход Серхота к этому процессу определит будущее обеих семей. Во время их первой стычки с Серхотом Аширом и Зияном Агой, Ашир отрицал обвинения, говоря: «Я ничего не сделал. Разве я бы сделал все это, если бы не хотел, чтобы ты ушла?» Серхот не поверил ему. Он наклонился к ней на ухо и прошептал: «Мы поговорим об этом позже, о том, что ты заставила меня остаться здесь, но я решу этот вопрос». Скрытые угрозы Севди загоняют Зияна Агу в угол. Султан сомневается в правдивости истории Севди и, подпитываемый развернувшимися событиями, подумывает выслать Йылдыз из особняка. Позже, когда Зиян Ага спрашивает, совершил ли Севди грех, он замечает отведенный взгляд и молчание Севди, которые раскрывают правду Севди. Эта ситуация становится решающим поворотным моментом в решении Йылдыз остаться в особняке. Хотя она не говорит об этом Серхоту по прибытии, она спрашивает его, любит ли он свою жену Мелек, и когда он отвечает «да», она советует ему отправить Йылдыз в дом ее отца. Она тут же приказывает прислуге особняка убрать вещи и комнату Йылдыз. Когда Йылдыз видит прислугу в своей комнате, она понимает, что ее увольняют, и впадает в панику, выгоняя их. Серхот, услышав крики, пытается открыть дверь, но сначала не может. Когда она уже собирается уходить, он слышит, как Йылдыз отпирает дверь и входит. Йылдыз умоляет Серхота, даже надевая ночную рубашку, чтобы быть рядом, заставляя себя это сделать. Когда она снимает халат и пытается приблизиться к Серхоту, Серхот отказывается, кричит ей «хватит» и выходит из комнаты. Йылдыз делает все возможное, чтобы остаться в особняке, но сталкивается не с Мелек, а с Султаном. Мелек, однако, загоняет Нергис и Хильми в угол, заставляя их сомневаться в том, что они ее настоящие родители, скрывать больше нечего. Эта ситуация еще больше усложняет борьбу Йылдыз за то, чтобы остаться в особняке. Когда Мелек начинает давить на них, она раскрывает правду во всей ее ясности. Услышав это, Мелек приходит в ярость и в гневе уходит со словами «Я не пойду, я останусь здесь, чтобы найти свою настоящую семью». Серхот вынужден принять важное решение, останется ли Йылдыз в особняке.
Это решение повлияет не только на баланс в семье, но и на лидерскую роль Серхата и будущие отношения. В ту ночь Серхат просыпается, вздрогнув после сна о том, что сблизился с Йылдыз. Когда Мелек спрашивает, все ли с ним в порядке, разговор переходит на Йылдыз. Серхат объясняет, что долго раздумывал над этим вопросом и поэтому не может решиться отпустить ее. Он также говорит Мелек, что очень любит ее и что она единственная в его мыслях и сердце. Однако Мелек настаивает на том, чтобы Йылдыз покинула особняк и что это ее желание, основанное не на совести, а на морали. Мелек соглашается остаться в особняке с Серхатом, но при одном условии. Это условие может привести к раскрытию тайн прошлого Мелек. Столкновение Мелек со своим прошлым станет решающим шагом в развитии ее характера. Вопрос о том, останется ли Йылдыз в особняке, кажется ключевой темой в последних сериях сериала. Йылдыз делает все возможное, чтобы остаться, но сталкивается с могущественным соперником, Султаном. Эта ситуация кладет начало периоду, в котором характер Йылдыз подвергнется испытанию. Надеюсь, Султан скоро раскроет правду о двух сестрах, иначе ее сын, Серхат, будет спать с ними. Хотя это и неправильно с моральной точки зрения, понятие жены – это горькая правда из древних времен, которая обесценивала женщин, пусть даже сегодня в восточных культурах это встречается реже. В целом, 4-я серия стала поворотным моментом, углубив внутренние конфликты и семейные отношения персонажей, а также ускорив развитие сюжета. Лидерская роль Серхата, положение Акифа, напряжение между семьями и прошлое персонажей, похоже, станут еще более запутанными в последующих сериях сериала. Просит ли Серхат Йылдыз остаться в следующей серии? Что произойдет, если Йылдыз останется в особняке? Продолжит ли Йылдыз играть с ним своими желаниями, пока Серхат старается держаться от нее подальше? Продолжит ли Акиф действовать за спиной Серхата и рыть ему яму в жизни? Научится ли Ашир не связываться с Серхатом? Узнает ли мать Мелек Севди, что Зиан – его отец? Как продлится брак Мелек и Серхата? На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.